Обычные люди, как правило, редко заходят далеко в лес, однако герой сегодняшней истории — опытный лесник, к тому же с армейским опытом в канадской разведке в прошлом. Однажды утром Джон работал в лесу, проводил замеры деревьев. Внезапно он остановился, услышав пронзительный вой в округе. Он бросил свою экипировку и инструменты, которые брал для замера деревьев, и медленно пошел на звук. Через время мужчина вышел на лесную поляну, где столкнулся с крупной волчицей. Ее лапы были зажаты в капкане, и она всячески пыталась освободиться, но устала и легла на землю. Волчица выглядела обессиленной, похоже, что она давно боролась за свободу. Джон хотел помочь животному, но когда подошел ближе, волчица зарычала, шерсть на ее спине встала дыбом, но это больше от страха, чем от настоящей злобы. Хищник резко дергал лапу, в надежде, что сможет освободиться и убежать. Но силы были на исходе. Джон отступил назад, не желая быть причиной травмы дикого животного. Тогда он увидел кое-что неожиданное, вымя волчицы было полное. Это значило, что где-то должны быть ее детеныши, которые с нетерпением ждали свою маму, если они еще были живы. Так и оказалось. В кустах неподалеку выглядывал маленький волчонок, и, скорее всего, малыш был не один. Джон хотел спасти детенышей, ему нужно было действовать быстро, но он не мог подойти к волчице, опасаясь, что она может нанести вред ему и себе. Волчица была на грани смерти. Похоже, она потеряла много крови из-за раны на лапе, и если оставить ее одну, смерть будет неизбежной, причем в течение суток-двух. К тому же браконьеры или другие хищники могли прийти за своей добычей. Джон это понимал и не хотел такого исхода, он прошел в жизни многое и не собирался сдаваться просто так. Он знал, что каждая секунда, которую он потратит, может изменить чью-то жизнь. Действовать нужно было прямо сейчас. Джон собрался с духом, присел и медленно стал приближаться к волчице. Он осторожно коснулся ее лапы. К его удивлению, она не отреагировала. Она была уже совершенно обессиленной. Сейчас или никогда. Он осторожно отгородился от волчицы одной рукой, которую обмотал курткой для защиты в случае агрессии, а другой рукой нажал на механизм капкана, чтобы освободить ее, но он не раскрылся, лапа осталась заперта. Вероятно, капкан заклинил из-за мощных рывков, когда зверь пытался сбежать. Джону не оставалось времени на размышления. Он двумя руками налег на капкан, вопреки правилам безопасности оставив шею без прикрытия, и у него получилось. Волчица не сопротивлялась, изредка приходила в сознание и рычала. Затем мужчина поднял волчицу на плечо и потащил к своей хижине. Она находилась всего в нескольких сотнях метров от него, но все равно потребовалось почти 20 минут по снегу нести довольно тяжелого хищника. Он положил волчицу рядом с буржуйкой, чтобы она согрелась. Пока домик прогревался, лесник смог рассмотреть раны зверя, который затем вымыл и как мог обработал своим аптечным набором. У Джона был курс оказания медицинской помощи во время службы в армии, поэтому он знал, что делать. Если бы мужчина ждал дольше, то зверь бы просто истек кровью. Хищница постепенно начала проявлять признаки жизни. Когда она снова зарычала на него, он понял, что все будет в порядке. Ей нужно время, чтобы поправиться, но, зная, что она вскоре придет в себя, Джон решил вынести ее из дома на веранду, когда она в очередной раз будет без сознания. Постелил там теплый коврик и поставил миску с водой, а затем вынес спасенного зверя. После того, как он позаботился о волчице, Джон отправился на поиски ее детенышей. Детеныши не должны быть далеко, потому что обычно волчица не оставляет их одних. Так и оказалось, благодаря своему опыту в разведке и работе в лесу, он знал повадки зверей. Для начала он вернулся на место, где нашел волчицу и внимательно осмотрел снег вокруг и, наконец, нашел то, что искал. Маленькие следы. Это, вероятно, был тот самый волчонок, что испугался первой встречи и убежал. После непродолжительного хождения по следам, лесник вышел к нужному месту. Это было скрытое на первый взгляд местечко. Надеясь, что это было убежище с волчатами, он собрал волю в кулак и попытался их привлечь. Однако волчата были обучены оставаться внутри, пока не услышат свою мать. Джон был непреклонным и делал все возможное, даже попробовал сымитировать вой волка, но ничего не произошло. Уже появились мысли самому залезть в нору, как вдруг оттуда выскочил маленький волчонок.
Зверек голодал, поэтому был готов рискнуть, чтобы выйти из убежища без мамы. Когда первый самый смелый малыш вышел, вскоре последовали и остальные. Зная, что он не сможет унести всех четверых, он аккуратно поместил их в мешок и закрыл его. Джону нужно было проверить, нет ли еще детенышей в норе. Засунуть голову в нору волка не было хорошей идеей, но мысль о том, что он мог оставить одного из них, была неприемлемой. Мужчина лег на живот и немного вполз внутрь. К счастью, нора не была так глубока, как он предполагал. Джон посветил фонариком, но других волков не было видно, и теперь он мог уйти отсюда с чистой совестью, зная, что забрал всех щенков. Он взял мешок с волчатами и пошел домой. Когда Джон открыл дверь на веранду, где спала волчица, щенки заскулили, и мужчина сразу же положил открытый мешок на пол, из которого они вылетели пулей. Мать услышала голоса своих детишек и привстала на лапы, глаза ее были влажными, как будто она плакала от встречи, на которую уже не рассчитывала. На мужчину не было никакой негативной реакции, рычания или попыток напасть, но он все равно оставил щенков рядом с матерью и ушел в свое помещение, подглядывая за ними через щель в двери. Джон надеялся, что его запах не оттолкнет мать от них. Волчата бегом бросились к маме. Она обнюхала их, и Джон замер на мгновение, задерживая дыхание. Она их узнала. Опытный искатель приключений был рад до слез, когда она начала лизать волчат. Она легла, и вскоре маленькие щенки с удовольствием стали пить ее молоко. Волчица провела с Джоном некоторое время, с каждым днем ей становилось все лучше. Мужчина лишь приносил раз в день мясо и менял воду, при этом дверь на улицу была открыта. Вскоре волчица смогла подняться и даже ходить прихрамывая. Через несколько дней, утром она тихо позвала своих детей, они все поднялись и пошли за ней. Мужчина вышел на улицу и посмотрел вслед уходящей семье. Волчица прошла метров 20 и обернулась. Он все понял по ее глазам. Это была безграничная благодарность этому человеку, но при этом осторожность к людям в целом, ведь именно из-за людей волчица чуть не погибла, и чуть не погибли ее детки. Джон больше никогда не видел стаю хищников, но он знал, что 4 молодых волка и волчица где-то сейчас живут и, возможно, даже вспоминают своего спасителя. Несмотря на возраст и большой опыт взаимодействия с животными, ему хотелось верить в это. Этот случай разлетелся по многим местным газетам Канады, а Джон стал почти героем в своем городке. Мужчина подробно рассказал в СМИ этот необыкновенный случай, но периодически его просят вновь окунуться в воспоминания и рассказать историю еще раз за круглым столом. Если эта история затронула вас так же сильно, как и нас, то поддержите, пожалуйста, лайком и подпишитесь на канал.